Всем привет! Вы на канале Винтаж Гольдштейн. Знаете, я недавно поняла, что я безумно люблю шнуровку в одежде. Кстати, недавно я сшила подобие национального австрийского сарафана. И тут немало шнуровки, кстати, на спине тоже. И недавно я получила в подарок одну очень интересную юбку, но которую я носить точно не буду, так как она очень на меня большая, и в принципе мне не очень нравится этот фасон, но использовать этот материал в шитье с удовольствием. Юбка эта из натуральной замши. А что может быть еще винтажнее, чем замша, скажите мне, пожалуйста. Здесь достаточно много материала, и я долго думала, что из нее сшить. В общем, как вы поняли, мне этого материала хватит действительно на очень много вещей, но сегодня я решила сшить кое-что настолько винтажное, что вы себе даже не представляете. Сегодня я сошью одежду не 20 века, и даже не 19, и даже не 18. Сегодня я буду шить средневековую жилетку. Как же я схожу от них с ума. Я вообще очень люблю жилетки, но, к сожалению, пока что в моем гардеробе есть только одна жилетка, и эта жилетка в стиле 20 века, а мне хочется чего-то более такого средневекового, так сказать. И замша сюда подходит, ну, просто идеально. Поэтому сейчас мы приступим к шитью средневековой жилетки из замши на шнуровке. Кстати, что понадобится из фурнитуры, это люверсы. Честно говоря, я вот начала снимать это видео, пока что я не знаю, где я их возьму, потому что у нас локдаун, и все магазины закрыты. У меня нет люверсов сейчас, и у меня в принципе нет даже аппарата для установки люверсов. Я никогда в своей жизни не устанавливала люверсы, но я очень хочу попробовать, я просто мечтаю использовать люверсы в одежде. Вот, поэтому я что-то в процессе придумаю. Может быть, либо чем-то заменю, либо все-таки мне удастся как-то где-то найти люверсы и как-то, каким-то образом их установить. Вот, еще нам понадобится, естественно, шнурок какой-то, ну, это уже на ваш вкус. И все. И ткань, основная ткань. Внутри у меня просто кожа, поэтому мне подкладочная ткань не нужна. Если вы будете использовать какую-то другую ткань, можете использовать подкладочную ткань, какую вам понравится, можно шелковую, это будет очень приятно и красиво. Вчера я весь день потратила на то, чтобы сделать выкройку, и можете меня поздравить, я ее сделала сама. Возможно, когда-нибудь я и вас буду учить делать выкройки, но так как я ее делаю и 100 раз меняю в процессе, то лучше я вам не буду это все рассказывать, потому что я вас только запутаю. Я очень надеюсь, что у нас с вами все получится, и все будут довольны результатом. Так что давайте начнем. Побежали! Юбку распорола, но этот шов мне очень понравился, и я хочу, чтобы он проходил по спинке. Я наметила расположение всех выточек, сейчас буду их прошивать. Так, ну что, выточки я все сделала. Это передние детали, 2 штуки, и задняя деталь. Я решила, что сейчас обработаю края бретелек, а потом уже буду работать с основными деталями. Вкратце я сейчас просто вот это все загну
и прошью. А здесь просто вот так вот так, и вот так, и все получится кругленькое и аккуратненькое. Складываю детали спинки и переда лицом к лицу и прошиваю. В общем, пока что у меня получилось что-то такое. Уже основа есть. Вот, значит, спинка. Все легло отлично. Выточки тоже легли все отлично. Я сейчас просто подогну все это и прошью. Так, это уже выглядит неплохо. Оп. Теперь то же самое буду делать сверху, по верхнему краю. Мне захотелось закрепить швы, и я прострочила с обеих сторон. А еще мне просто нравится такая отстрочка. Да, я таки заказала люверсы в интернет-магазине. Сделала несколько проб. Наметила будущее расположение, выкроила дополнительные детали для плотности, чтобы люверсы хорошо сели.
Ох, наступил момент установки. Надеваю шайбы на люверсы. Далее канцелярским ножом делаю такие себе надсечки. Металл мягкий, так что это несложно. Остается только хорошо загнуть лепестки люверса, чтобы он не царапал одежду. И да, у меня получилось, и я просто счастлива. Нахожу будущее месторасположение бретелей и прошиваю. Я захотела еще закрепить их строчкой зигзаг. Ну все, бретели на своем месте, это меня уже очень радует. Так, теперь мне нужно сделать шнурок. Так как до сих пор все швейные магазины закрыты из-за локдауна, я элементарно даже не могу купить обычный шнурок. Так что я сейчас из этой же замши сделаю шнурочек. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои лайки, жмите на колокольчик, чтобы YouTube сообщил вам, когда выйдет новое видео. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся на следующей неделе. До свидания.